Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем еще один разбор, и название к нему звучит так. Что он думает о вас и о ваших отношениях? Сегодняшний разбор на 3 позиции. Раскладываю их перед вами, пожалуйста. Загадывайте ваших мужчин. И, конечно, мы, как обычно, начнем с сигнификации. Значит, просигнифицируем мужчину. Может быть, нам покажет, что между вами происходит, да, какие у вас отношения, или что сейчас ситуацию, да, какую-то осветят. Соответственно, узнали своего мужчину, смотрим дальше. Расследуем сегодня его мысли о вас и о ваших отношениях, да, что он там себе напридумывал, что он задумал в вашу сторону. Все будем узнавать. Двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Итак, кто таков? Кто к нам пришел? Значит, смотрите, здесь мужчина, который не умеет строить равноправные отношения. Для него отношения – это всегда боль. Да? То есть всегда он должен страдать, и женщина в этих отношениях тоже должна страдать. Если все лайтово, если между вами не происходит каких-то ссор, каких-то расставаний перманентных, да, переживаний, если ему не из-за чего пострадать, не из-за чего поплакать, то он считает, что между вами нет любви. То есть отношения для него всегда боль, всегда какое-то разочарование, которое сменяется какими-то положительными эмоциями. Всегда должны быть вот такие, знаете, американские горки в отношениях. Сейчас немножечко выровняю. Да? Американские горки в отношениях. Ему как-то, знаете, комфортнее, спокойнее, когда постоянно клокочущее жезло вулкана какого-то, да, между вами вот-вот готово взорваться. Вот, значит, что еще о нем хотят сказать? Ну, такой псевдоимператор. Человек, который очень много о себе думает, может себя позиционировать как настоящего императора, да, человека, который много чего добился в этой жизни. Я познал эту жизнь, дорогая, я так много всего, значит, заработал, достиг. Ну и что я сейчас нищий, да, такое бывает, я все потерял. Вот, ну, значит, очень такое высокое мнение о себе. Здесь человек находится в состоянии самообмана, потому что на самом деле этот человек достаточно слабый, не способный самостоятельно двигаться вперед. Ему постоянно нужен такой, знаете, погонщик. Как правило, он выбирает в роли вот этого погонщика женщину. Да? То есть женщина рядом должна его все время куда-то вести за собой, заставлять что-то делать, мотивировать к определенным каким-то поступкам. Он же сам абсолютно такой безинициативный, он любит полежать, он любит покушать что-то сладенького, очень любит мороженое, вот, любит посмотреть интернет, даже не телевидение, да, не фильмы какие-то, а именно потыкать вот эти вот рилсы, да, бесконечную ленту. И, в принципе, за тыканием в телефон он может проводить огромное количество времени. Вот, значит, ему нужна женщина-погонщик, которая будет его гнать, которая будет его заставлять, пинать. Он ее будет ненавидеть за то, что она это делает, но тем не менее, именно благодаря такой женщине он будет хотя бы что-то делать, да, хотя бы куда-то идти. Что касается вас, да, здесь говорится о давнем знакомстве. То есть это человек из вашего прошлого, который так или иначе вынырнул в вашей жизни. Может быть, вы и не расставались, да, с этого прошлого. Я имею в виду, что поддерживали знакомство, поддерживали общение, просто оно не было близким. А сейчас он пытается, ну, как-то, вот знаете,
выступить в роли вашего императора, вашего мужчины, или пытается вас склонить к тому, что между вами возможны серьезные отношения. Значит, что мне показывает? Показывает переписку между вами, да, то есть в большей части это все-таки переписка. Если и присутствуют какие-то встречи, то все равно они очень краткосрочные, и все это перетекает вот в бесконечное, да, вот словоблудие. Говорим, говорим, говорим. То, значит, обиделись друг на друга в переписке, то помирились в переписке, то любим в переписке, то сексом занимаемся в переписке, то расстались окончательно. И все это происходит между вами в переписке. Сейчас, в очередной раз, скорее всего, этот мужчина, он очень такой капризулька, такой капризный, поставил очередную точку, куда-то вышел, да, за пределы ваших отношений. Вот. Считает, что вы его обманули, считает, что вы как-то вот, знаете, то ли не выполнили своих обязательств, то ли оказались не такой, как он о вас думал. Вот в таком он сейчас состоянии находится. Хорошо, давайте смотреть его мысли, что он вообще в целом думает о вас и о ваших отношениях. У меня вот волосинки мешают, да? Наверное, не зря, потому что карты стали выпадать сами собой. Ой, все. Любовь мою растоптала эта женщина. Женщина предпочла деньги. Какая меркантильная, просто сволочь. Сволочь, а не женщина, говорит он. Значит, что же он о вас думает? Ну, сейчас у него такой, знаете, экзистенциальный кризис бытия. Он куда-то ушел в одиночество от вас. И, значит, сидит он в этом отшельнике, ковыряет в носу и думу думает. Обижен на вас очень сильно. Значит, обижен, что вы как будто бы не приняли его кубок любви. Кстати, да, здесь действительно может быть возвращенец, да, человек, это ваш бывший, который вдруг появился опять, да, такой вот на голубом глазу, как говорится. Вот он я, прими меня назад, да, чё, а почему ты не хочешь? Ты чё? Короче говоря, вы поступили очень некрасиво с ним, думает он. Обидели его, не поняли его, не приняли его любви. Отсекли, значит, этого гражданина, отсекли, может быть, даже заблокировали, а может быть, сказали, что вы не хотите общаться. И он говорит о том, что вы не хотите даже рассмотреть перспективу вашего дальнейшего общения. Какая плохая женщина. Вот. Он также он думает о том, что он открылся перед вами. Он был перед вами честен и чист, как ребенок. Он явился в вашу жизнь вновь, да, вновь. То есть или возвращенец, то есть бывший, или человек из прошлого, который не был вашим бывшим, да, но вдруг вот захотел чего-то там. Что-то у него там активизировалось. Вот, значит, он перед вами открылся, он был искренен, как ребенок, он был чист и хотел что-то начать. Что-то он хотел начать. А вы почему-то вспоминали плохое. Вы почему-то сказали ему: слышь ты что, думаешь, я забыла? Да? Кто ты таков? Короче говоря, здесь у вас было такое общение, вспомнить все. Может, это был разговор, может быть, это была какая-то встреча глаза в глаза, но вы повели себя очень жестко и действительно вспоминали не какие-то лайтовые моменты, да, а все плохое, что было между вами. Ну, это я всегда советую делать на самом деле, и не только я, и высшие силы советуют, да,
вспомнить о плохом, потому что наша психика, она так устроена, через какое-то время мы начинаем прощать, мы начинаем забывать плохое, и вспоминается только что-то хорошее, да, мы добавляем туда положительных эмоций в эти хорошие воспоминания, и человек уже не кажется монстром, а кажется, что просто, ну, я его где-то не так поняла, да, он-то все-таки у нас был розовый, пушистый. Вот, короче говоря, он здесь обижен на вас, этот человек, в его мыслях, ну, первое, да, он сидит сейчас в одиночестве. И в своих мыслях он перебирает некий то ли последний разговор, то ли последнюю встречу, где он был очень искренен, где он нес свой кубок любви, а вы поглумились над ним. Вы вспомнили что-то плохое и обрубили его. Обрубили не просто так, а подкрепив свое вот это, знаете, решение какими-то фактами. Вы ему сказали, что все помните, и помните отнюдь нехорошие вещи. Значит, сердце его сейчас разбито, он не получил то, что хотел. То есть он почему-то считал, что он может в принципе получить вас в любой момент. Что вот он может уходить, погулял, где-то там писю поносил по другим женщинам, да, и обратно вернулся. Ну а что, нормально, она же всегда ждет. Вот. У него была уверенность в этом, понимаете, что вы будете его вот именно тогда, когда ему нужно, когда он захотел. Значит, сейчас вы его в этом разуверили, и он очень обиделся. Обиделся не на себя, а на вас. Вы не правы, вы делаете больно, вы его не поняли, не оценили искренности. Он первый раз в жизни хотел быть искренним и честным, вот именно с вами, он такую честь вам оказал, что-то рассказать вам по чесноку. А вы как-то его так, знаете, вот рубанули и сказали: слушай, я вообще не хочу ничего знать, видеть ничего не хочу, пошел козе в трещину. И мысли его, вот они крутятся вокруг этого события и вокруг того, что вы не приняли, вы не поняли. Виноваты вы, конечно же. Вот, значит, из-за своей жесткости, из-за своей какой-то непримиримой позиции. Она упряма, как баран, говорит он. Она очень жестка, как сталь. А я перед ней слаб и открыт, как ребенок. Ну вот как-то так. Понимаете, вот такие мысли. А о ваших отношениях, чего он думает-то? Ну, что он думает? Он думает о том, что он мечтал, о том, что у вас будет какая-то семья по десятке пентаклей. Ну, то есть дом, полная чаша, все такое благополучное. Вы, видимо, еще такая женщина самодостаточная, пентаклевая. И вот он рассчитывал, что вы как-то его, знаете, выведете к светлому будущему. Вот, значит, к счастью, что вы примиритесь после каких-то раздоров, и, наконец-то, он будет счастлив. Вот он думал, что между вами завяжутся очень теплые, гармоничные отношения, которые будете обеспечивать вы, и они выйдут во что-то такое настоящее, полноценное и очень тоже обеспеченное с финансовой стороны. Вот. Вы примиритесь друг с другом, он примирится сам с собой, и исполнятся какие-то его мечты, но почему-то пентаклевые. Понимаете? Короче, порубасили вы все. Ничего не вышло. Вот что он думает о ваших отношениях. На сегодня он рефлексирует. Рефлексирует товарищ, он сидит, обсасывает, обдумывает все. Ах, какая она плохая. Значит, я тут с любовями, она мне пентакли не хочет отдавать. В общем, как-то так. Как-то так. Значит, из головы он вас не выкинул, этот человек. Думать он о вас думает очень-очень много. Вот. Ну, с позиции обвинений, конечно. С позиции обвинений. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. Опа. Опа.
Дьявол, дьяволище. Мгм. Это о чем? Короче, очень много врет человек. Прям, понимаете, делите все на 10, все то, что он вам говорит. Во-вторых, этот человек женат. Женат давно, женат совершенно стабильно. И у него есть ребенок или дети. Значит, в этой семье глава, то есть вот он женат, да, и глава там его императрица, глава там его жена. Она указывает, кому что делать, куда пойдут деньги, чего делать детям, чего делать родителям и что делать, собственно, ему. Значит, он выполняет функцию кормильца, да, то есть он как бы зарабатывает денежки, приносит и на всю семью раздает. Ну, то есть он отдает своей императрице, а она распределяет. И, значит, вот в этой семье эмоционально он не чувствует себя счастливым. Он говорит, что там он чувствует себя каким-то рабом или работником, да, который всех должен обеспечить, все дыры закрыть, а он сам, как мужчина, нафиг никому не нужен. И поэтому он ищет этих эмоций на стороне. Но вот там на стороне, где он эмоции ищет, да, он ничего не будет вкладывать. Он это говорит прямо в своей сигнификации, что я своей женщине новой, значит, которая у меня для любви, сразу объясняю, что я женат, что все деньги забирает жена. Вообще все деньги идут туда. И что я ни копейки на тебя, дорогая, тратить не буду. Но я очень несчастен. Я в своей семье не получаю ни секса, ни эмоций, ни любви. Поэтому мне нужна ты. И у тебя должно быть огромное сердобольное сердце для того, чтобы ты приняла меня вот без ничего, без всяких вложений. Значит, здесь мужчина или вот это уже говорит напрямую, или пока он может говорить о том, что он не женат, он ищет любовь, он ищет серьезные отношения, да, то есть он вот эту информацию все может пока скрывать, но она скоро вскроется. Вот так, да, то есть здесь пока такая вот ситуация непонятна с правдой, да, или он лжет, и вскоре вы об этом узнаете, или он уже вам это все говорит и лжет еще в чем-то, да, потому что он здесь лгун. Вот, что еще о нем сказать хотят? Ну, что он человек такой, знаете, приспособленец. Приспособленец и потребитель, который смотрит на жизнь с позиции «мне должно быть хорошо». Плевал я с высокой колокольни на то, что там вам хорошо или плохо. Да, если я встречаю человека, я его пытаюсь использовать. Если это женщина, значит, там, для секса, для эмоций. Если это мужчина, то для того, чтобы заработать денег или получить повышение по службе. Ну, вот как бы все время он кого-то использует. Ну, как-то так. А основа его жизни – это семья, его императрица. Он оттуда никогда не уйдет. По дьяволу он ищет искушений. Он ищет, ну, скажем так, внебрачных связей каких-то. Он ищет удовольствия за пределами этой семьи. Но семья для него основа. Основа. Еще он очень часто занимается множественными переписками, где-то сидя в туалете. Может быть, это ваш знакомец с сайта знакомств, который совершенно спокойно там зарегистрировался, имея семью, да, и пошел в разнос. Что же он думает о вас?
Так, что он думает о вас? Ну, он думает, что он как-то вас упустил. Здесь тоже, так же, как и в первой позиции, произошел разрыв. Этот разрыв тоже был спровоцирован вами. То ли вы ему отказали, то ли вы сами разорвали отношения. Вот, значит, он обдумывает ситуацию, ну, некой такой вашей потери, как будто бы навсегда. Он говорит, все, она больше никогда не вернется в мою жизнь, поставлены все точки над «ё», значит, мы могли бы любить друг друга верно и пламенно, но этого не происходит. Ну, и этого не произошло и не произойдет никогда. Вот, значит, он считает, что в вашем лице он потерял нечто очень важное, да, какой-то шанс на движение вверх. Он говорит, что вы не просто женщина для секса, для любви. Вы очень ресурсны, очень умны и могли бы ему дать, ну, какой-то, знаете, импульс к движению вверх. Может быть, связанному с работой. Может быть, вы по работе с ним как раз общаетесь, да, или общались. И он такой, типа, вот она могла бы меня вдохновить, она могла бы научить меня, да, как идти вперед, как что-то вот делать такое для семьи и для зарабатывания денег. Это помимо секса, любви и всего остального. Он хотел от вас взять. Но, что-то такое пошло не так. Я ее упустил, и весь этот шанс слился, значит, в унитаз вместе с моими переписками, да, с другими женщинами. Вы для него женщина-мечта, то есть он на самом деле мечтал бы иметь именно такую, как вы. Мечтал бы. Но эти мечты, они как будто бы нарисованы, вы знаете, это вот таким вот мелом в воздухе. Да, они как бы такие иллюзорные. Он не знает вас в быту, он не знает вас в жизни. И вот все, что он себе придумал о вас, он действительно придумал, дорисовал, идеализировал. Вот, значит, ну так, вот так. Думает о вас как о потере, думает о вас как о женщине, которая могла бы дать больше, чем дала, как о некой такой уникальной, да, женщине, которую он нашел некий уникальный шанс, но использовать не получилось. Что он думает о ваших отношениях? Что он думает о ваших отношениях? Здесь, понимаете, человек настолько эгоистичный, что он как бы думает о том, что он потерял, потеряв вас. Но он думает не о вас и не о слове «отношения». Он думает об удовольствиях. Значит, он рассчитывал получить от вас эмоции, рассчитывал получить секс, рассчитывал получить любовь, плюс какую-то вашу мудрость, ваше научение и так далее. Его, простите, взгляд на отношения, так много хочется сказать, что сразу все вместе начинает вылетать. Значит, его взгляд на ваши отношения, это, знаете, ну, некое вот такое вот ощущение, где ему должно быть безмерно хорошо. И это не удалось, и это не случилось. И поэтому он расстроен. Понимаете, не удалось быть счастливым рядом с ней. Не удалось выкачать из нее побольше ресурса. Не удалось прожить моменты, где она стремится сделать меня счастливым. Понимаете? Здесь вообще ничего нет про вас. Такая жуткая концентрация на нем самом, вообще вот просто жутчайшая, что ну, даже страшно становится. То есть я потерял свои удовольствия, я потерял свои эмоции, я потерял возможность выйти в люди, я потерял возможность получить какой-то ресурс. Но нигде нет ничего про вас. Понимаете? Что бы он готов был сделать для вас, я не знаю. Ну, как-то не знаю. Ну,
Ну, короче говоря, потерянная потеря. Он думает о том, что вас потерял. Давайте совет для вас возьмем. Да. Что, куда? Вот сижу сейчас и думаю, а в первой позиции я взяла совет или не взяла я совет? Или чего? Ну ладно. У нас с вами поток, поэтому как идет, так идет. Совет для вас. Ну, первое, да. Неспешно двигайтесь по спирали своей жизни. Не торопитесь. Ну, это вот, наверное, потому, что вы хотите поторопиться и, может быть, хотите изменить молчанку между вами. Может, вы хотите извиниться, простите, да. Может, вы хотите, чтобы вот он как-то побыстрее проявился. А вам здесь говорят, не торопитесь. Не торопитесь, значит, не принимайте никаких решений с дуру. Даже если вам хочется ему написать какие-то обидные слова, да, вы что-то не договорили. Вот есть у вас незакрытый гештальт, и вам хочется договорить, вам хочется написать, ах ты ж мразота такая, да? Значит, не надо этого делать. Не надо делать никаких поспешных, резких телодвижений. Замрите в воздухе. Замрите в воздухе. Значит, через какое-то время этот мужчина самостоятельно выйдет из своего отшельника. Появится в вашей жизни, возможно, со словами любви, возможно, со словами извинения, а может быть, самым простым тупым вариантом «Привет, соскучился, точка». Да, как бы рассчитывая на вашу реакцию, на то, что дальше уже напишите вы. Вот, значит, здесь будет появление его по королю кубков. Ну, это типа, вот он я тебя не забыл, что-то как и так далее. Но карты говорят о том, что это все равно все снова превратится в молчание. То есть вот он вылупится, появится, что-то там скажет, опять что-то пойдет не по вашему сценарию, не по вашему плану, не потому, что вы хотели бы от него услышать, и все это снова схлопнется в отшельника. Вот. Значит, но мы смотрим совет, да, а совет здесь вам не торопиться. Не торопиться с принятием каких-то резких решений. Подождать. Подождать. Ну вот как-то так, слушайте. Как-то так. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся далее. Двигаемся далее. Смотрим. Второчки. Кто пришел? Какой-то нытик пришел. Человек, который все время говорит о том, что, ну, слушай, ну я не так уж богат, да, ну, не особо я к своему возрасту там что-то имею, но давай двигаться вместе, давай мы будем с тобой партнерами, и мы вот как-то, значит, вместе будем строить наше будущее. Я готов дать тебе свою любовь, но не надо требовать от меня денег. Девочки, если вам много лет, требуйте деньги. С любовью все всегда плохо заканчивается. Требуйте деньги. Вот. Деньги когда есть, тогда все хорошо. Значит, что еще о нем можно сказать? Ну, здесь такой, знаете, манипулятор по дьяволу, я бы сказала так. То есть, когда он входит в вашу жизнь, он просто весь любвеобильный, шикарный, он вас превозносит, ставит вас на все пьедесталы вместе взятые. Вы такая вся императрица, звезда, жрица и жезловая королева, и вместе с ними, ну, вообще там туз пентаклей, да, то есть все, что можно хорошего сказать, и солнцем еще сверху прикрыто. Да? Солнце – свет очей моих, говорит он вам. В самом лучшем понимании этой фразы.
Значит, он про любовь, он про какие-то любовные проявления, но вы всегда замечаете, что этот человек очень много мечтает. И он как будто бы, знаете, не в реальном мире живет, а вот все время в каком-то фантазийном. Он вам пишет или звонит и говорит: давай помечтаем, как у нас все будет, давай помечтаем, какая у нас будет любовь, как мы будем это все развивать. И вот это вот, все его мечты, да, они очень далеки от реальности. Он говорит: у нас с тобой будет дом с, я не знаю, там, панорамными стеклами, в шикарном коттеджном поселке, охраняемом, мы будем с тобой очень богаты. А вы как бы сидите в чебуречной в этот момент, да, понимаете, что у вас 3 копейки на чебурек вместе с ним, и думаете, откуда ж это все возьмется. Вот. А он такой, вот, знаете, вот убежденный фантазер. Все время говорит, что, блин, подожди, значит, мы с тобой вместе построим этот мир. И все в этом духе. Значит, как только его иллюзии развеиваются, то есть у него существует вот эта фаза, да, когда он очень восторженно начинает вас идеализировать. Потом фаза заканчивается, да, может быть, ну, как-то сама по себе, да, здесь не объяснены причины окончания этой фазы. Может быть, вы делаете что-то не так, может быть, у него там какой-то винтик за болтик зашел в голове. И он начинает вести себя как полное дерьмо. И вот от этого любвеобильного, эмоционального, мягкого, подстраиваю Вася человека, да, не выговорю никак, под вас, да, то есть он сначала всегда подстраиваться под ваши потребности. Значит, от него не остается и следа. Он становится жестким, холодным. Вы ему пишете, он занят. Я занят, говорит он. Вы ему звоните, а он вообще в тупую трубку не берет. При этом он видит звонок, смотрит прекрасно на то, как вы звоните, радуется внутри себя и не берет. Вот. Он может пропадать, он может вас игнорить, он может вас, знаете, обдавать ледяным холодом. Это все свойства его натуры. То есть он то такой. Это не значит, что вы что-то сделали не так. Это значит, что был некий момент переключения, да, некий импульс, тумблер переключился, и парень вошел во вторую свою позицию. Да, его личность состоит из 2 разнонаправленных половинок. Одна эмоциональная, мягкая, превозносящая, другая жесткая, холодная, такая, знаете, как бы ничего не желающая, абсолютно равнодушная. И он не может это контролировать. Он такой, какой есть. В отношениях с ним вы всегда будете на пике блаженства, и с этого пика потом очень больно падать в абсолютно ледяную пустыню, где ему ничего от вас не надо, пошла ты в одно место и так далее. Проходит время, тумблер переключается вновь, и мы опять любим и превозносим свою принцессу. Такой парень. Значит, не исключено, что у него есть какое-то расстройство, да? Не знаю, нервное, психическое расстройство. Потому что очень ярко выражены у него вот эти вот 2 такие, вы знаете, взаимоисключающие части. И вы, наверное, сидите и думаете, а что, случилось-то? Я ж такая была любимая. Вчера еще любил, умирал, на коленях ползал. А сегодня я ему уже нафиг не сдалась, да, он уже как бы там думает о чем-то своем, все время занят, и холоден до безумия и равнодушен. Начинает гадости говорить: да я тебе ничего не обещал, что ты лезешь ко мне, что ты звонишь, что ты пишешь вообще, ты надоела мне. Проходит неделя, и снова вы ему не надоели, и снова он со своей любовью куда-то пропала. Ты что вообще, как бы, что ты не появляешься, я соскучился. Вы думаете, блин, то ли я уже, то ли что-то здесь не так. Так вот, здесь что-то не так, девочки. Хорошо. Давайте посмотрим, что он думает о вас.
Вы очень ресурсная женщина. Которая ему может что-то дать, какой-то ресурс. Разговор о деньгах. Это разговор не про эмоции. Разговор про бабки, про бабулечки, про бабулечки мои. Короче говоря, здесь человек притворяется на самом деле. Ну, понимаете, какая интересная вещь? Он притворяется любящим, потому что у него нет на самом деле этих чувств внутри себя. Но он верит в то, что он вам говорит. Вот в тот момент, когда он говорит о любви, он в это верит, но он этого не чувствует. Я не знаю, как это объяснить. Да, вот вы подумайте сами, пожалуйста. Отношение к вам исключительно пентаклевое. Оно не про чувства, оно про пентакли. Вы женщина, у которой больше достатка, чем у него. Вы живете в десятке пентаклей, возможно, вы замужем. И вот в вашей семье все нормально с деньгами. Вы как-то, знаете, вот, ну, кайфуете свою жизнь. Это он так думает. Мы сейчас смотрим его мысли. Да? Потому что вы сейчас скажете: Людмила, да у меня все сложно, у меня тяжело, да, и деньги достаются тяжело, и не так их много. Но мы сейчас смотрим не то, как на самом деле, а то, как он думает о вас. А он считает, что вы полностью в шоколаде купаетесь, да, с утра до вечера. Утром ванна из шампанского, вечером фонтан из шоколада, и все это у вас. И ему этого хочется. Ему этого хочется. Он говорит: она как раз та, кто может мне это дать. Не просто дать деньги. У кого-то, кстати, здесь будет банально. Да, банально. Товарищ у нас какой-то альфонсер, да, который просто за бабками пришел и сыграл роль влюбленного мачо. Вот. А у кого-то здесь будет потоньше немножко. Да, потоньше. То есть он пришел не конкретно за деньгами, да, какой-то суммой денег, а за тем, чтобы вы ему дали свое благополучие. Вы купаетесь в шоколаде, и он думает, что если он будет с вами, он тоже будет купаться в этом шоколаде, шампанском, красной икре и других атрибутах богатой жизни. Вот, то есть он думает о вас как о золотом мешке, который достаточно найти, открыть и присвоить. И в этом случае он сможет пользоваться золотом из мешка, ну, уже самостоятельно в своей жизни, так, как посчитает нужным. Вот. Дальше. Что он о вас думает? Ну, он думает о том, что для того, чтобы вы ему отдали свои деньги, вы должны поверить в его искреннюю любовь, в его искреннее отношение к вам. И здесь нужно снизить какой-то ваш уровень критики, наверное. Да? То есть вы воспринимаетесь им как женщина умная. Вы, наверное, как бы ему какие-то вещи такие говорили. И он такой, типа: она очень критично ко мне относится. Надо понизить этот уровень. Надо, чтобы она расслабилась. Надо, чтобы она почувствовала себя прям девочкой, всей любимой и так далее. Вот. Но, судя по всему, вы сейчас находитесь в периоде холода. То есть у него уже поменялось отношение к вам. Было вот это вот теплое «я люблю вас», «моя царица» и все остальное. А сейчас уже какой-то вот этот период холода и игнора наступил. Понимаете, какая интересная фигня? Он как будто бы не может это регулировать. То есть вот эти вот его проявления, они возникают сами собой, потому что у него такая психическая организация. Это не продуманные вещи. Он не продуманно ушел в игнор. Просто его переклинило. И он сейчас такой: так, блин,
меня переклинило. И как я тогда получу этот ресурс? Она на меня обиделась, она как бы ушла, да, она до чего-то догадалась, она до чего-то додумалась. И как же мне теперь вот в этой всей ситуации понижать ее уровень критики внутренней, да? Ну, то есть он так чувствует себя немножко дурачком и обдумывает вот эти вот все вещи. Что он думает про ваши отношения? Ну, он про отношения ничего не думает, потому что ему от вас нужен ресурс. Ему от вас нужны деньги или какое-то благополучное будущее, в которое он рассчитывает попасть за ваш счет. Про отношения он ничего не думает, блокирующая карта. Ух. Совет. Совет для вас. Ну, здесь, знаете, совет обнулить эти отношения. Вот если сейчас вы реально почувствовали холод с его стороны, да, думаете, что за фигня происходит, здесь поставить на 0, да, потому что здесь, по сути, завершать-то нечего. Все, что вы имели в этих отношениях, иллюзия, это внушение этого человека вам, да, вы себе напридумывали вот эту всю историю, вот, и вам здесь предлагают обнулиться и ничего не продолжать. Причем закончить это вот в этой тишине, не надо ничего выяснять, не надо пытаться как-то, знаете, там себя убедить, успокоить, да, может быть. У вас присутствует вера в любовь, у вас присутствует вера в любовь данного конкретного персонажа. А любви здесь никакой нет, у него есть материальная заинтересованность в вас. Поэтому ваша задача – это понять это. Понять это, убедить себя в том, что все это иллюзия, что мужчины, они познаются в поступках, а не в словах. Мужчина, который фантазирует о каком-то будущем, но ни хрена при этом не делает, это не ваш мужчина. Это фантазер. Вот он пусть идет, фантазирует в одиночестве дальше. Вот такой совет, да, обнулить ситуацию, не пытаться ее закончить при помощи какого-то выяснения, при помощи доигрывания определенной истории с ним. Потому что история доиграется в 10 мечей для вас. Это нехорошо. Это значит, что вы можете пострадать от него. Так или иначе, что-то потерять. Вот, значит, соответственно, здесь совет обнуления. Поставить на 0, отвертеть все назад и постараться не думать, не проигрывать, не проживать, значит, эту историю, а переключиться на какие-то дела и проекты, которые у вас есть. Значит, у вас есть некие проекты, они связаны с работой или с вашим хобби, с талантами какими-то, которые у вас есть. Соответственно, нужно сейчас перенаправить фокус своего внимания на эти проекты. А парня вот как будто бы не было. Вот так вам советуют сделать. То есть в любом случае как бы вы примете решение о точке рано или поздно. Поэтому вопрос стоит только в том, насколько вы пострадаете от этого человека. Ну вот. Вот такой получился у нас сегодня с вами разбор. Благодарю вас, мои дорогие, за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про энергообмен. Также насчет комментариев повторяю, да, для новеньких много-много раз, что когда вы пишете их, вы вливаете свою энергию в общий поток. Вы видите, да, что я работаю с потоком энергоинформационным. И, соответственно, знания, которые я вам говорю, да, информацию, которую я достаю оттуда.
И если вы пишете комментарии, да, о своих историях, о том, что срезонировало, что не срезонировало, то этот поток наполняется вашей личной энергетикой. И потом вы смотрите разборы как личные для себя. Да, вот уже очень многие пишут в комментариях: Людмила, смотрю разбор как личный. Вот чтобы это было для вас, пишите комментарии, мои дорогие. Да? То есть, безусловно, это нужно для канала, для того, чтобы он двигался в сети интернет, но это в то же время нужно и для вас самих. Еще раз вас благодарю за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.